Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я Айман Ескараева, юрист в Дубае. И из этого видео вы узнаете, какие существуют компании на территории Эмирата и как их различать. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на меня в социальных сетях и ставьте лайк этому видео. Друзья, в Эмиратах существует несколько видов компаний. Сама сложность структуры компании определена тем, что здесь есть разные условия для создания компании, которая может отвечать тем или иным интересам бизнесменов и инвесторов. Существует три разновидности компаний. Это компании офшорные, это компании фризоны, или можно их сказать аншорные компании, и компании mainland. В этом видео я расскажу вам о каждой компании поподробнее, чтобы вы могли различать и имели общее представление о том, что такое компании в Эмиратах, как их создают, какие существуют особенности у каждой из этих компаний, и в целом, чтобы вы имели представление, и немного я, может быть, с позиции наших стран различия расскажу, и к чему быть готовыми при создании компании в Эмиратах. Друзья, самое основное, что необходимо знать про компании, что в части создания компании, в части их распределения, налоговые обязательства, права и обязанности акционера и так далее, то есть учредителя в нашем случае, то это самое необходимое распределение, разделение по юрисдикции, то есть права, обязанности, особенности отличаются в зависимости от того, где вы создаете, какой у вас бизнес и какие цели вы имеете. Если мы говорим про офшорные компании, то они создаются в первую очередь для того, чтобы управлять активами, иметь недвижимость и инвестировать. И зачастую юрисдикция офшорных компаний, она имеет свои особенности налоговые, но самое главное, что она не имеет права работать на территории Эмират. То есть вообще в целом деятельность ее как коммерческая запрещена. На территории Объединенных Арабских Эмиратов существует два вида офшорных компаний. Это Джебель Али Фризон и Рас Аль Хейма. Если мы говорим о компаниях фризоны, друзья, то вы знаете, что фризоны это компании, которые не могут оперировать на территории самой основной земли. Мы говорим mainland. Для того, чтобы понимать различия между компаниями, которые создаются на основной земле или материке, как можно сказать, чтобы правильно вам донести, то есть mainland это главная земля. И фризоны компании, это компании также, которые находятся на территории Эмират, имеют право работать на территории Эмират, но со своими определенными ограничениями, со своим налоговым законодательством, может быть юрисдикция другая, порядок учредения компании немножко различный. И сейчас мы подробнее на этом остановимся. Друзья, само понятие mainland означает главная земля, и все, что не относится к mainland, относится к фризонам и наоборот. То есть фризона это компании, которые создаются на определенной условно-территориальной единице, которая разделена для того, чтобы на территории этой зоны свободной экономической могли сосуществовать конкретно компании в зависимости от цели ее видов деятельности. Вообще изначально это создавалось для того, чтобы юрисдикция отличалась от основной юрисдикции Объединенных Арабских Эмиратов. Самое главное распространенное отличие, которое на слуху, к которому у нас уже привыкли, это то, что фризоны имеют возможность открывать компанию, в отличие от mainland, это компании, которые могут оперировать с стопроцентным владением иностранца. То есть, если мы говорим о mainland, то необходимо, и все это слышали часто, наверное, что 51% участник должен быть местный гражданин, local мы называем их, или это будет корпоративная коммерческая организация, тоже местная, но в любом случае местное агентство или local 51%, а иногда даже и 100%. То есть это зависит от вида бизнеса деятельности самого непосредственно. В отношении фризоны то разрешается осуществлять деятельность со стопроцентным владением иностранного гражданина. И это и есть та самая привлекающая большинство инвесторов возможность работать на территории Эмиратов. Когда мы говорим о развитии бизнеса, надо сразу понимать, что есть определенные виды бизнеса, которые вы не можете открывать во фризонах. Это компании, которые могут оперировать только на основной земле, Дубай, Mainland мы говорим, или Дубай, или вообще Эмираты в целом.
Это когда компании должны иметь в этом случае 51% принадлежит, то есть shareholder мы говорим, или это доля участия в уставном капитале должна принадлежать местному гражданину. Также есть возможность, но это для граждан GCC country, мы говорим, countries это те, кто имеет возможность открывать компанию на 100% на собственное имя. Это компании Персидского региона, это граждане стран Персидского региона, которым допускается законом иметь 100% владение на основной земле mainland компании создавать. И в этом случае у них единственное ограничение, что они не могут привлекать иностранного инвестора. То есть они в своем составе не могут иметь кого-либо с другой национальности. Говоря о mainland, друзья, надо понимать, что не все компании требуется только иметь 51% участия местного гражданина. Например, отдельные виды бизнеса, такие как real estate агентство, мы говорим, да, агентство недвижимости, или это кадровое агентство, или это компании, связанные со страхованием жизни и так далее. То есть многие компании, включая те, которые имеют возможность оперировать с газ, нефтепереработка и так далее, то есть они должны иметь 100% в своем составе участника только местного гражданина. То есть мы в этом случае, как делают иностранцы, ну то есть те, кто инвестирует, иностранные граждане, они заключают своего рода договор отдельный, где предусматривают номинальное участие владельца, которому принадлежит 51% от компании, но большинство людей заблуждаются, что юридически такой договор не имеет какой-либо силы, то есть вы не можете с этим договором оспорить в последующем какие-либо решения, то есть это противоречит основному закону, поэтому этот договор, по сути, он также является, наверное, более моральным договором, обязательством, то есть силы он не имеет, и возможности применения его, оспаривания в суде также сомнительная, поэтому, друзья, нужно понимать, что в любом случае 100% участие местного гражданина или 51% местного гражданина это предусмотрено законом, и юридически любой другой документ, который пытается обойти эту норму, будет недействительным. В отношении, когда мы говорим о mainland компании, которые на основной территории, да, как мы уже сказали, то есть возможность, конечно, и такая возможность есть на самом деле, когда гражданин может открыть, по отдельным видам бизнеса, мы называем sole establishment. Это, если сравнивать с нашей юрисдикцией, то это как индивидуальное предпринимательство, но в форме юридического лица, в том плане, что в этом случае иностранное лицо, которое несет индивидуум несет персональную ответственность по долгам, по обязательствам этой компании. На практике означает, что если даже компания закрылась, обанкротилась, то все свои долги она должна закрыть за счет собственника этой компании, в отличие от Limited Liabilities Company, который мы знаем является прототипом нашего товарищества с ограниченной ответственностью, но однако здесь в этом случае уже 51% принадлежит местному гражданину. То есть, эта ответственность ограничена только теми активами, которые принадлежат компании в будущем. То есть учредители не несут ответственность по обязательствам компании. Друзья, это основные юридические моменты, которые необходимо знать, когда вы открываете компанию в Mainland. Теперь поговорим о компаниях фризон. Друзья, на территории Эмират существует порядка более 40 фризон. Это фризоны, которые изначально создавались для того, чтобы граждане, иностранцы, экспаты объединялись, инвестировали и могли иметь возможность осуществлять предпринимательскую деятельность на наиболее выгодных условиях и могли находить единомышленников, своего рода такая территориальная единица для разделения, для ведения бизнеса. Например, мы можем сказать, что есть у нас компании, которые Dubai Media City или Healthcare Center, то есть это те компании, фризоны, имеющие определенную цель. Например, Dubai Internet City, это те, которые связаны IT-индустрия, или это медицинские услуги, или это услуги медиа.
То есть все эти различного рода компании, в том числе вы, наверное, наслышаны также Дубайский международный финансовый центр, где DIFC, то есть все, что касается финансовой деятельности, активности, привлечения инвестиций, оперирования денежными активами, все эти компании имеют определенную свою узконаправленную деятельность, объединенную основной целью развития какой-то определенного сегмента бизнеса. Но со временем в этих фризонах сейчас появилась возможность и, например, общие другие какие-то виды деятельности, например, общая консалтинговая деятельность или также, например, фриланс, когда мы говорим виза самая. То есть вы можете сами посмотреть, какая фризона вам более подходит по вашему виду деятельности и, соответственно, узнавать условия. Но если ваша деятельность является несколько универсальной, то вы можете выбирать в зависимости от стоимости лицензии для вас, от расходов и от других иных факторов, которые влияют в будущем на вашу доходность. Учитывая, что огромное количество фризон существует, а также возможностей, а также некая конкуренция между администрациями фризон, которые дают те или иные хорошие условия, дают скидки и так далее, сейчас привлекают инвестиции, тоже как бы заинтересованы, чтобы на их территории открывалось побольше юридических лиц, необходимо консультироваться со специалистами, потому что в отличие, например, от наших стран, здесь нет одной единственной как бы юрисдикции, где было бы понятно, что пришел, открыл, подал документы, то есть надо полагать, что имеются различного рода расходы, различного рода преференции, в том числе, которые так или иначе влияют в будущем на вашу прибыль. Поэтому лучше консультироваться, лучше знать от специалистов и желательно даже не с одним консультироваться, чтобы понимать в конечном итоге самые главные отличия, преимущества и уже после этого не торопясь и открыть компанию, которая соответствует вашим целям. И самое главное здесь не ошибиться с возможностью именно работать с этой лицензией на эту определенный вид деятельности, чтобы у вас было именно преждевременно понимание, каким видом вы будете бизнеса заниматься и какую лицензию вы должны для этого получать в какой конкретно фризоне. Если вам интересно, на что обратить внимание при создании компании, над какими вопросами надо подумать, друзья, то я оставлю в описании к этому видео ссылку на другое свое видео, где я раскрываю вопросы, которые необходимо вам задать себе, прежде чем открыть бизнес. Друзья, во фризонах также есть ограничения по видам деятельности, то есть не любая деятельность может вестись на территории фризоны, поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь и по этому вопросу, по этим моментам, потому что есть очень много различных нюансов, которые невозможно осветить в рамках одного видео, потому что по каждой отдельным виду деятельности существуют свои требования, также есть по получению лицензии, по осуществлению деятельности, по количеству участников, по количеству в том числе разрешительных документов и прочее. Теперь, друзья, хотелось бы остановиться также еще на основных важных моментах, которые вы должны рассчитывать, прежде чем вы открываете бизнес на территории Эмиратов. Это в первую очередь ваши расходы. Какие расходы вы понесете как бизнесмен, как инвестор, который открывает бизнес на территории Эмиратов? В первую очередь, конечно, это лицензия. Сама лицензия – это право на осуществление определенного вида деятельности, или это будет несколько видов деятельности, или это будет универсальная трейдинговая лицензия, то есть виды лицензий тоже разные, это своего рода годовой ваш взнос за право осуществлять такую коммерческую деятельность на территории Эмират, и это будет стоить определенную сумму денег. И зачастую вам озвучивается как раз-таки сумма лицензии, когда вы спрашиваете, сколько будет стоить открыть компанию. На самом деле эти лицензии не выдаются до того, как вы арендуете офис. То есть вы должны будете прежде показать, что вы нашли конкретный офис, у вас есть, и вы собираетесь, я говорю в частности о mainland компаниях, в обязательном порядке, у вас уже договор аренды предварительный должен быть. То есть все эти нюансы вы должны преждевременно рассчитать. У вас будут расходы на аренду офиса. И здесь как бы при аренде офиса надо понимать, что у вас аренда офиса предполагает также оплату коммунальных платежей, это свет, это электричество, соответственно, это интернет-связь, это может быть телефонная линия, это депозиты, которые вы
соответственно, должны предусматривать за тоже кондиционирование помещений и прочие мелкие расходы, которые в совокупности выливаются в очень хорошую, большую, ощутимую для инвесторов сумму. Поэтому, пожалуйста, имейте эти расходы в виду, когда вы рассчитываете свой бюджет. Также, друзья, очень важный момент, что сумма лицензии озвучивается отдельно, и при этом вы должны иметь в виду, что у вас будут расходы на получение визы для своих работников. То есть эта виза, опять же, довольно-таки ощутимо, учитывая, что у вас сколько будет работников. Допустим, если у вас 3 работника, вы на всех должны оформить визу, получить соответствующее разрешение, оплатить все сборы, а также плюс, возможно, депозиты надо оставить на работников, это необходимо уточнять по отдельному Эмирату, а также, конечно, получить на них страховку медицинскую, возможно, даже оформить им перелет, если вы нанимаете кого-то из-за границы. То есть все эти нюансы у вас будут в качестве статьи расходов. Также, друзья, у вас будут расходы на, возможно, страхование вашей ответственности, либо это будут расходы на покупку определенного оборудования, или же это необходимость получить соответствующее разрешение в других инстанциях. То есть все эти нюансы вы можете знать только если вы уже с конкретным вашим бизнес-планом приходите к специалистам, и уже на стадии, когда вы рассчитываете, вы должны будете посчитать отдельно каждый расход. Если это такая вот сложный вид деятельности, я скажу, и с этим сталкивались, то есть, например, с ядохимикатами работать, или с экспортом работать, или вам нужен склад для того, чтобы вы, например, собирали там, откладывали свою продукцию. То есть все эти нюансы, это по каждому отдельному виду деятельности рассчитывается отдельно. Ну и также по отдельным видам деятельности, в основном я сейчас говорю о более сложных, крупных структурах бизнеса, необходимо также наличие уставного капитала, который вы физически как бы уже фактически внесете на банковский счет, друзья. Еще вы должны понимать, что компания сама по себе, юридическое лицо, не функционирует без банковского счета наличия. И для того, чтобы открыть банковский счет, у вас будет отдельный пакет документов, отдельная проверка со стороны банков. И это не так-то и просто открыть зачастую. То есть об этом тоже надо понимать, иметь в виду, потому что это умалчивается. Но открытие банковского счета – это отдельная работа. Там нужно будет, банки проверяют источники ваших денег порой. То есть открыть банковский счет тоже стоит денег, и тоже часто банки требуют однозначно, у вас нужно будет положить определенный неснижаемый остаток, это от 50 тысяч дирхам, порой бывает и выше, то есть в зависимости, опять же, от вида банка, от конкретного банка, какие у него будут требования по открытию банковского счета для вашей компании. Друзья, это была основная информация, то есть для того, чтобы вы имели представление о том, что существуют офшорные компании, существуют фри-зоны, существуют mainland компании, которые, собственно, имеют различные особенности для ведения бизнеса. И эти факты надо учитывать и просто знать для себя в целом при открытии ведения бизнеса на территории Эмирата. Друзья, в этом видео также можно просто коротко отметить, что у вас будет оплата НДС. Мы говорим, что 5% это будет от оборота, вне зависимости, работаете ли вы во фри-зоне или в mainland компаниях. И там есть и желательная регистрация, и обязательная регистрация. Это примерно порядка 100 тысяч долларов, если ваш оборот в год, ну, чуть больше 100 тысяч долларов, я сейчас как бы округляю, то вам необходимо будет в обязательном порядке зарегистрироваться в качестве плательщика НДС. Также существуют требования по экономическому присутствию, а также существуют требования по закону о противодействии доходов, легализации доходов, полученных незаконным путем. И все эти нюансы, это уже на стадии создания бизнеса нужно продумать и знать, друзья. Это была Айман Ескараева. Спасибо большое за внимание. Я юрист в Дубае. Пожалуйста, пишите в комментариях свои вопросы, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в Instagram, где я более активно отвечаю на вопросы. В прямом эфире вы можете мне их задать также раз в неделю. И спасибо большое за внимание.